Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа Рукоделия и я Вика. Сегодня я вам предлагаю имитацию джемпера. Это такой вот стильный модный аксессуар, который сейчас очень популярен. И я сама вот этот вариант, который сейчас я вам покажу, ношу очень долго. Вот даже уже видно, что рукава такие сузились, да, от завязок, но очень удобная, практичная, теплая вещь для утепления и стильная, да. Значит, я вам предлагаю вот такой вот связать. У меня в мастер-классе будет дальше. Значит, про размеры все сейчас еще расскажу. Вот, внимание на кромку, чтобы не закручивалась, потому что это лицевая гладь. Вот. И имитацию шва. Это не шов. Связан он цельновязанно. Вот. Сделала имитацию плечевого шва, чтобы, ну, как бы более реалистично выглядела. Вот так вот укрепила спиночку, горловину, чтобы тоже она выглядела как-то как у джемпера. Вот такой вот у меня аксессуарчик получился. Значит, вот он. Прекрасная вещь, я считаю. Размеры будете корректировать по себе. Этот связан лицевой гладью, а вот этот, кстати, я его вывернула. Этот связан полупатентной резинкой. Это был пробный вариант. Здесь уже ничего не заворачивается, не закручивается. Это был пробный вариант, и я его брала в Милан. Вот. Очень тепло, завязывала и на бедра, и на шею, и на плечи, куда угодно. Вот. Ваше право, из чего угодно вы вяжите. Я вам рассказываю принцип. Значит, вот сама конструкция. Что я хочу сказать. У меня здесь 59 сантиметров ширина. Вязана отсюда сюда, цельновязана. 59 сантиметров. Это то, о чем я буду говорить далее. То есть мой размер. Откуда взяла? Это ширина классическая моего джемпера, да, который я себе вяжу. Вот отсюда я и отталкивалась. Отсюда и взята цифра 59 сантиметров. Я хотела, чтобы это закрыло плечи, чтобы это не висело хлястиком, чтобы это было достаточно свободно, объемно, вот, и как бы имитировало свитер. Итак, конструкция. Ширина у нас соответствует ширине желаемого вашего джемпера, который вы носите. У меня это 59. На что мы основываемся? Далее, в принципе, мы вяжем вверх. Все я буду показывать. Это предварительный мой как бы обзор модели. И здесь разделяем на так называемые рукава и горловину. Вот, и цельновязано вяжем обе части потом отдельно. Вот, все, вот такая вот конструкция цельновязанная. Далее длина у меня 55 этих плюс 9 резинка рукавов, но я вязала длиннее, потому что, ну, чтобы не завязать и не был это голый узел, мне хотелось, чтобы все-таки что-то там висело. Поэтому я сделала вот так вот длиннее. Значит, моя плотность не обязательно. Вы основываетесь вот на эти цифры, да. То есть вот это все у меня в сантиметрах. Вот, плотность моя в 10 сантиметрах 16 там и копейки, я их тут не писала, 16 петель, 13,6 рядов, тут 16,2, по-моему, было. Спицы 7 миллиметров, пряжа ориентировочно 200 метров в 100 граммах, можно меньше, можно больше, вообще без разницы, можно намиксовать, так как я сделала, у меня этот джемпер, повязка, он перетерпел кучу перетрубаций разных, кучу изменений, потому что я связала. Сначала хотела из одной пряжи, начала вязать, мне не понравилось, добавила одну нитку, добавила вторую. Ну, в общем, я его перевязывала миллион раз в итоге, чтобы у меня получилось то приблизительно, что я хотела. Именно этот красный, вот этот я связала на раз-два сразу, а там что-то, ну, мне не нравилось, как пряжа выглядит, вот, поэтому проблема была не в самой конструкции. Так, теперь смотрите, меня все время обвиняют, что я не так все показываю, рассказываю, ничего не видно. Вот, вот, пожалуйста, заскриньте саму конструкцию. Вот. А далее будем с вами вязать. Итак, девчонки, у меня два вида пряжи.
изменение произошло массой. Я сначала вязала из этой пряжи, потом добавила в подмот. Это у меня бобинный кашемирчик, а это китайский хлопок с чем-то, с полиэстером. В общем, вот эту я взяла в 3 нити. Я к чему это говорю, чтобы вы там не пугались, что у меня куча ниточек. Вот, но в общей сложности я вам скажу, что это 200 метров в 100 граммах. Вот на это ориентируйтесь. Плотность вязания я вам все сообщу. Ну, то есть у меня это вот такая вот комбинация. Так, здесь уже, когда я вяжу, тут будут разные спицы и нитки, потому что я снимала, потом перевязывала. Озвучивать я буду все как нужно. Значит, на спице 7 миллиметров набираем 87 петель. Любым удобным для вас способом. Совершенно любым. Как вам удобно. Теперь я вяжу резинкой 1 на 1, но с 2 кромочными. Это значит, что 2 петли первые я снимаю и начинаю вязать резинку с изнаночной петли. Это важно. Вяжу до конца. Так, в конце, смотрите, если у вас нечетное количество петель и вы начинали с изнаночной петли резинку, то у вас получится вот 3 петли, и они будут 3 изнаночные. И я их провязываю все 3 изнаночные. Это в лицевом ряду. Так у нас в изнаночном ряду. Всегда в начале ряда мы вот эти 2 кромочные снимаем, потом вяжем по узору, а в конце ряда мы их провязываем. Вот я сейчас вяжу в конец ряда, и я их буду провязывать. Это запомните, вот это правило. В конце ряда провязываем 2 петли изнаночными, последние, а в начале ряда мы их 2 петли снимаем как лицевые, нить за работой. Вот весь секрет двойной кромочной. Она очень хорошо вот именно в таких изделиях, в которых нужно, чтобы край был открыт, да, ее вот так вот оформить двойной, и она получается и с лица, с изнанки такая вот плотненькая, хорошенькая, аккуратненькая. Вот в конце теперь в изнаночном ряду, смотрите, у нас лицевая и 2 изнаночные, то есть в конце ряда всегда вот эти 2 изнаночные. В лицевом ряду здесь изнаночная, в изнаночном ряду здесь лицевая. И таким образом продолжаем вязать резинку. Первые я снимаю 2, а далее я вяжу по узору. Продолжаем. Итак, провязано у меня 6 сантиметров всего. Больше, я считаю, не нужно. И на чулочную гладь. При этом я оставляю 2 кромочные и 1 изнаночную. Для того, чтобы край не закручивался. Все остальное я вяжу лицевыми петлями. В конце ряда у нас 1 изнаночная, вернее 3 изнаночные, да, как и было. По изнанке снова 2 снимаем, 1 лицевая. В конце тоже будет 1 лицевая, 2 изнаночные. То есть вот эта лицевая, она у нас тоже должна быть. Она не входит в двойную кромочную, но она нужна для того, чтобы край не закручивался. По центру лицевая гладь, лицевые ряды, лицевые петли, изнаночные ряды, изнаночные петли. И продолжаем ровно вязать. Так, девчонки, когда вы связали до нужной длины, я буду выводить на экран эти цифры, потому что у меня же вот такая вот фигня получается. Что я делаю? Смотрите, 3 петли. Здесь я буду вот таким вот образом провязывать
остальные петли, все, которые в лицевом глади. То есть я буду имитировать шов. Каким образом? Я переснимаю петлю на правую спицу, пропускаю 2 ряда и третий поддеваю на правую спицу и возвращаю, и провязываю их. Вот такой вот кантик у меня будет образовываться. Вот что-то у меня совсем не видно. Но я надеюсь, что вам видно. Значит, раз, два, третья. Раз, два, третью петлю подняла. Значит, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Всего провязываем 32 петли. Это будет наш один рукав. То есть теперь у нас вязание переходит на так называемый рукав. Теперь что мы делаем? Вот эту петлю одну провязываем, теперь вторую одеваем, возвращаем вот эту третью и 3 вместе провязываем. То есть тем самым это мы сократили 2 петли. Всего таким образом мы сокращаем 23 петли. Это будет наша горловина. И снова провязываем потом 32 петли рукава. 2 по 3 провязываем. 3. Итак, последний раз закрыла. Вот, и сначала я все-таки провяжу кант этот сделаю, понимаете? Так. Так, ну и кромочные я провязываю так, как лежат петли. И теперь я вяжу эти 27 петель, но еще возле горловины сделаю вот такую вот тоже кромку, точно такую же из 3 петель, для того, чтобы край не закручивался. Здесь я вяжу. Вот видите, вот как наша имитация шва сделана, все красиво, как положено. Единственное, что-то мне кажется, очень темно в камере выглядит эта пряжа. Но я попытаюсь его как-то обработать. Так, и последние 3 петли изнаночными, из них у нас будет образуется наша кромка. И вяжу как бы один рукав. Все. С обеих сторон у нас кромочка. Продолжаем. Когда вы провязали рукав до нужной длины, до резинки, я обращу на это внимание, и у каждого длина своя, переходим на резинку. Таким вот образом, значит, мы ту лицевую гладь, которая находится между кромочными, всю перевязываем, ну, как бы делаем сокращение. 2 петли провязываем, 3-ю, 4-ю провязываем 2 вместе. И так до конца ряда, до следующей кромки. 2 петли провязываем, 2 вместе. То есть провязывается каждая 3-я и 4-я петля вместе. И тут не важно, сколько у вас петель, важно, что каждую 4-ю петлю вы сократили. И после этого переходите на резинку 1 на 1. Вот, резинку вы тоже вяжете, ну, столько, сколько считаете нужным. Вот по визуалу у меня это 9 сантиметров, там, по-моему, по схеме. А вы смотрите сами, сколько вам сколько вам нравится, да. Я просто дозвучиваю ролик и затормозила чуть-чуть, извините.
Итак, резинка я провязала 16 рядов, и теперь закрываю петли иглой, но этим простым способом, по 3 петли, способ 3 петель. Что это значит? Сначала я вот так вот прошиваю 2 петли в начале ряда и далее по 3 петли. Одела на иглу, протянула нить, крайнюю петлю сняла. Снова одно и то же действие. 3 петли, крайнюю петлю сняла. Так. 3 петли, крайнюю сняла. И так до конца ряда. 3 сняла. Получается эластичное, симпатичное и несложное закрытие петель. Так, и все. Последнюю и ниточку я продеваю вот в изнаночную петлю и обрезаю. Все. ВТО нам в помощь. И все. И второй рукав. Второй рукав вяжется точно так же. Вот когда вы закончили первый рукав, дублируете, которые петли первые у вас оставлены были на спице, и вяжете точно так же. Ну, он не рукав, но имитация рукава. Вот. А на сегодня, девчонки, все. Я с вами прощаюсь. С вами была Вика, Школа Рукоделия. Подписывайтесь в наш телеграм-канал, в инстаграм, чтобы не пропустить интересные проекты, которые у нас совместные проходят. Вот, вкусные цены, которые тоже анонсы там проходят. В первую очередь в ютубе это все можно пропустить. Вот, поэтому всех жду. На сегодня все. Всем пока-пока.